Так. Здравствуйте. Меня зовут Денис Ильяновский, как мы уже сказали. Я дизайн-директор в JTC. Занимаюсь дизайном последние 12 лет. И сегодня расскажу вам о том, как мы проводили UX-исследования у себя в компании, о том, с какими мы столкнулись ошибками и какие сделали из этого выводы. В процессе порекомендую вам пару книг. Для начала давайте познакомимся просто немножко. Я вас попрошу поподнимать руки. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто уже участвовал в UX-исследовании. Так, замечательно. В той стороне зала никто не участвовал? Видимо, нет. Спасибо, можно опускать. А теперь поднимите руки те, кто еще не участвовал в UX-исследовании, но в принципе знает, что это такое, и считает, что было бы неплохо провести. Поднимите, пожалуйста, руки. Так, уже больше. Денис, вопрос. Значит, да. Когда вы говорите, я участвовал в UX-исследованиях, есть две. Вот у нас Дмитрий и Катя. Да, я презюмирую, что они уже... Две страты. То есть Дмитрий, он исследует, а Катя, она исследуемая. Поэтому они оба участвуют в UX-исследованиях. Вы какую, да, оба включены, оба могут поднимать руки. Все, да. Спасибо. Для тех, кто сейчас руки не поднимал, я расскажу, что такое UX-исследование, какие выгоды можно из него для себя вынести. Вообще UX-исследование – это быстрое, полезное действие, которое можно сделать еще на ранних этапах разработки и тем самым избежать ошибок, которые бы вышли в продакшн. А выход в продакшн, если, я думаю, многие банки об этом знают, это не только огромный стресс, но и огромная трата денег. То есть, получается, вы можете проверить свое приложение задолго до того, как начнете выгружать КАМАЗы с дублонами в карманы разработчиков и маркетологов. Вообще, конечно, каждый дизайнер, каждый хороший дизайнер, он тестирует свое приложение до релиза. Но обычно люди это делают как бы в домашних условиях, то есть мы это делаем на своих родных, на близких, и очень редко это как-то систематизируют. Сегодня мне хочется до вас донести, что в больших сложных приложениях тестирование дизайна должно быть встроено в сам процесс дизайна. Какие вообще бывают исследования? На графике вы видите примерно, как мы можем располагать исследования. Во-первых, исследования могут быть количественными и качественными. Когда мы говорим про количественные исследования, мы имеем в виду охват аудитории. Мы стремимся увеличить количество людей, которых мы тестируем. Когда мы говорим про качественное тестирование, мы говорим, что у нас мало людей, но зато с каждым из них мы можем провести более детальное интервью и более глубоко погрузиться в каждый конкретный кейс. Еще исследования можно поделить на поведенческие и отношенческие. На графике поведенческие вверху, отношенческие внизу. Соответственно, по названиям. Когда мы говорим про поведенческие тестирования, то мы имеем в виду, что мы следим за тем, что человек делает с нашим приложением. Когда мы говорим про отношенческие, мы следим за тем, что человек говорит про наше приложение. Вот. То, про что я сегодня вам расскажу, это юзабилити-тесты, они находятся в категории поведенческие, качественные тесты. То есть мы берем маленькую группу людей, хорошенько их прогоняем и смотрим в основном на то, что они делают. На этом графике, кто догадался, что это? Это процесс создания дизайна. И поскольку мы говорим, что дизайн и тесты должны быть единым целым, то это процесс создания дизайна и его тестирования. Из этого графика можно сделать два вывода. Во-первых, дизайн и его тестирование – это процесс нелинейный, и во-вторых, это процесс итерационный. Что имею в виду под нелинейностью? В самом начале у нас есть очень много разных теорий, мы много всего хотим протестировать, нарисовать, и только к самому концу это как-то устаканивается и из раза в раз, из итерации в итерацию. Дизайн и тестирование становятся более похожим друг на друга, и изменения в нем уже не такие большие, они более глубокие, более проработанные, но внешне их уже сложнее заметить. И под итерационным процессом я имею в виду то, что нельзя провести тестирование один раз и сказать, что все, мы все протестировали, мы все хорошие. Тестирование нужно проводить регулярно. Именно тогда в нем есть смысл. Особенно учитывая то, что дизайн тоже в процессе сильно меняется. Как подготовиться к UX-исследованию? Вообще, UX-исследование начинается с выдвижения гипотезы. Что такое гипотеза?
Это наше предположение о том, как конкретный человек будет пользоваться нашим приложением. То есть по какому сценарию он пойдет. Гипотеза начинается с того, что мы получаем постановку от наших аналитиков, смотрим ее, пытаемся как-то включить наш личный опыт использования подобных приложений, если он, конечно, есть. Немножко ориентируемся на положение звезд на небе и рисуем Customer Story Map, да, так она называется. Нет, вот это другое определение. Я сейчас говорю про Customer Story Map. Это то, что у нас идет на вход к тестированию, как задача к нему. Вот. И на основании Customer Story Map делаем кликабельный прототип. Второе, составляем опросник. Моменты по опроснику, он должен быть небольшим. Если мы будем тестировать людей подолгу, то они начнут просто уставать. Идеально, если на один тест с одним человеком уйдет 10-15 минут, максимум 20. Для этого нам обычно хватает 5-7 вопросов. Важный момент, вопросы должны быть открытыми. То есть это те вопросы, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». Мы провоцируем человека поделиться с нами чем-то, открыть нам душу. Третье. Собираем группу людей. Группа людей тоже небольшая. Дальше расскажу почему. Ну, во-первых, потому что я уже говорил, что мы используем качественные тесты, а это небольшие выборки. Вот. Набирать людей можно тоже по-разному. Мы как заранее можем назначать интервью, и там некоторым людям даже платить. И мы можем выходить в поля и тестировать где-нибудь в кафе, в общественных местах. Я здесь отвечу сразу на самый популярный вопрос от наших клиентов. Звучит он так. Вы, наверное, сами просто на себе тестируете, там у себя в компании, там, ну, маме дали посмотреть, папе, вот, и в табличку это все у себя записали, вот так и сделали. Нет. Мы не то, что свои результаты не включаем в тесты, мы даже стараемся не включать в тесты людей с профессиональной деформацией. То есть те люди, которые профессионально занимаются тестами за деньги, у нас в тестах не участвуют. Мы даже исключаем дизайнеров, программистов, потому что все-таки у них тоже есть профессиональная деформация. Давайте вот эти все 3 пункта, которые я сейчас назвал, мы их закрепим. Значит, первое. Выдвигаем гипотезу. Вот так гипотеза выглядит в реальности. Самый левый скрин – это то, с чего мы начинаем. То есть мы можем просто делать бумажки и ниточками показывать, что мы предполагаем, что пользователь вот так вот будет ходить по нашему приложению. Дальше второй вариант – это Customer Story Map. Он нарисован в Miro, то есть это по сути те же самые бумажки, только перенесены уже в электронный вид для удобства. И третий скрин – это прототипы в Figma кликабельные. Я сейчас называю конкретные инструменты, но на самом деле к ним привязки нет. Вы можете делать в чем вам удобно. Например, у нас есть в команде энтузиасты, которые вообще все тестирование проводили на бумажках. Вот у них кликабельный прототип был тоже на бумажках. Так тоже можно. Второе. Составляем вопросы. Открытые вопросы замечательно, если они будут в виде историй. То есть, если мы предполагаем, что человек для решения своей задачи должен заблокировать карту, мы не говорим ему в лоб «заблокируй карту», мы рассказываем ему историю. Что представь, что ты пошел в бар с друзьями и… Так, это версия из старой презентации, но в общем идея такая, что нужно рассказать человеку историю, погрузить его в эту историю и спровоцировать его на то, чтобы он нам отвечал тоже историями. И третье, это график. Его составил Якоб Нильсон еще в 90-х годах. UX-исследования уже тогда проводились. Здесь по горизонтали показано количество людей, которых мы тестируем, а по вертикали показано количество найденных ошибок. И вы можете обратить внимание, что после примерно 5 человек график становится более пологим. А что это значит? Это значит, что после 5 человек каждый новый, включаемый, тестируемый, его эффективность падает. То есть мы с помощью него находим все меньше и меньше ошибок. И Якоб Нильсон сделал такой вывод, мы этот вывод полностью разделяем, что нет смысла делать большие выборки, более эффективно делать маленькие выборки, но делать это часто. И вот, кстати, кому интересно погрузиться в историю юзабилити тестов, книжка Якоба Нильсона «Design in Web Usability». Процесс.
Очень важно в процессе все записывать на видео. Видео – это самый главный артефакт наших тестов. Если у вас нет видео, то можно сказать, что вы тестирование не проводили. Перед началом тестов мы, поскольку мы тестируем мобильное приложение, даем в руки человеку телефон, просим его расслабиться и обязательно просим озвучивать все свои мысли. Нам важно понимать, о чем человек думает, и, к сожалению, нам запретили делать людям лоботомию. Вот. Второе, мы называем это правило 5 «почему». В процессе, когда человек идет по сценарию и вдруг где-то останавливается, нужно провоцировать его объяснять свои действия. Тут очень помогают вопросы, например, а что вы хотели увидеть на этом экране? Почему вы нажали на вот эту кнопочку? Не всегда это именно 5 «почему», но очень помогает стремление задать как можно больше вопросов и как можно сильнее погрузиться в голову человека. И третье, по результатам тестов мы спрашиваем, а справился ли ты с задачей? Считаешь ли ты, что справился? Причем на этот вопрос отвечает не только человек, которого мы тестируем, но и человек, который его тестирует. Почему мы это делаем, я дальше расскажу. Вот так. А когда идет запись мыслей, то у вас там фильтр нецензурщины стоит? Нет, но когда мы это показываем клиентам, мы все лишнее убираем. Запихиваете? Да. На этой таблице вы можете видеть результаты тестов, как они могут выглядеть. Это реальные результаты нашего первого теста. Слева это список вопросов-историй. И дальше колонки – это люди, которых мы опрашивали. Если стоит единичка, это значит, что и человек, которого мы тестировали, и тестировщик решили, что задача выполнена. Если стоит 0,5, значит кто-то один задачу не выполнил. И если стоит 0, то значит оба согласны, что задача не выполнена. И так можно понять, какие сценарии у нас сильные, какие сценарии у нас слабые. Из графика можно сделать вывод, что вот, например, с блокировкой карты у нас все хорошо, все справились, а с переводом денег не очень хорошо. Это то, на чем нам следует сосредоточиться. Теперь непосредственно наши тесты. Мы тестировали наше мобильное приложение для физических лиц Salto Randata. В общей сложности сейчас прошло 2 итерации тестов, но на 12 человек, то есть 2 итерации по 6 человек, из них 7 женщин, 5 мужчин. Что еще интересно вам? Возраст от 20 до 50 лет. Мы не старались сделать какую-то очень широкую выборку по профессиям, но она получилась достаточно широкая. Там и преподаватели, и врачи, и администраторы ресторанов. В общем, много людей получилось. Здесь хочется сказать спасибо нашему клиенту, который во второй сессии попросил включить в выборку больше людей 40+. Потому что вот именно с людьми 40+, у нас больше всего ошибок выявлено в сценариях. То есть они чаще всего где-то запинались, где-то останавливались, и им приходилось больше всего вопросов задавать. Итоги теста. Это очень поверхностные итоги сейчас на этом конкретном слайде. Здесь вы можете видеть, что 93% людей справились с задачами. При этом только 83 сами сказали, что с этим справились. То есть вот этот зазор – это те моменты, когда человек с задачей справился, наш тестировщик видит, что он справился, он прошел по сценарию, но сам человек в этом не уверен, он не считает, что он справился. И это тоже то, над чем нам нужно работать, потому что вот в этих моментах мы понимаем, что приложение не дает человеку нужного фидбэка, и нам нужно это улучшать. В среднем время теста заняло 12 минут, что неплохо с учетом того, что мы ориентировались на 10-15. И теперь, вот коллега до меня ругал себя из Сбербанка, я сейчас тоже буду себя ругать. Это дизайн приложения, который у нас ушел в первый тест. Сейчас прям буду рассказывать, где мы здесь ошибались. Во-первых, я сейчас вам попытаюсь представиться в виде пользователя, который берет это приложение и начинает в него тыкать. И буду говорить как бы от его лица. Значит, вот, я взял приложение, так, это моя карта, замечательно. Я сейчас должен оплатить мобильный телефон. Так, как мне это сделать? Наверное, должна быть где-то кнопка «Оплатить». Где эта кнопка? Смотри, что-то нету кнопки. И человек уходит ее искать вот в бургер-меню в левом верхнем углу.
А в чем проблема? Кто-нибудь догадался уже? Здесь две кнопки «Оплатить». Раз оплатить, два оплатить. Ни одну из них человек не заметил. Это было в 3 случаях из 6. Второе. Вот эта аналитика, мы ее посчитали очень полезной, и вот нам, нашей команде, она очень понравилась. Но, к сожалению, пользователи не разделили наше мнение. И вообще, если глобально посмотреть, этот экран, он перегружен. Сложно разложить у себя в голове на полочке, что же на этом экране находится, и взглянуть на него и понять. Дальше, второй экран – это экран оплаты. Здесь мы обнаружили, что людям интересно видеть их регулярные платежи. И они ищут регулярные платежи на экране оплаты. Но они у нас тут были вот тут. Это, во-первых, они частично скрывались за горизонтальным скроллом, и, во-вторых, они, в принципе, были под отдельной вкладкой. Это тоже затрудняло прохождение сценария. Третье – это хороший экран. Все люди, почти все, которых мы тестировали, отметили, что вот этот экран, он полезный. Они знали, где его вызвать, они часто его вызывали. И здесь мы проблемы создали сами себе. Вызов этого экрана был из кнопки бургера, которая в левом верхнем меню. И на видео мы заметили, что когда человек пытается нажать эту кнопку, многие перехватывают телефон. И это не всем удобно. Сейчас телефоны стали большие, и он выпасть может. И, в общем, мы решили, что это для нас проблема, мы с этим будем работать. Следующий слайд – это дизайн, который ушел во вторую итерацию. Как вы видите, он сильно изменился. Если вспомните график создания дизайна, у нас в начале очень много версий, мы очень много всего хотим протестировать. Вы, наверное, обратили внимание, что он стал гораздо легче. Сейчас, когда мы просили пользователей рассказать нам, а что они видят на этом экране, они рассказывали это нам примерно так же, как и мы сами это представляем. Во-вторых, аналитику убрали под дополнительную кнопку, она теперь не загружает пространство. Дальше, экран оплаты. Здесь регулярные платежи вынесены, они уже заметны на первом экране, но это все равно остался нашим слабым экраном. То есть до сих пор люди здесь застревают, и мы абсолютно точно будем его улучшать и будем его облегчать. Третий экран. Экран со списком продуктов банковских, которые есть у человека. И здесь что мы сделали? Вместо того, чтобы вызывать его из левого верхнего меню, из бургер-меню, сейчас переключусь на пару слайдов назад, мы ее вызываем вот отсюда. Эта кнопка вот отсюда. Когда этот объект находится прямо под пальцем человека, и человеку не нужно до него тянуться. То есть он может или сделать свайп вверх, или нажать на него, и у него сразу открывается список продуктов. Еще некоторые наблюдения. Во-первых, оказывается, что в мире есть левши, и они немножко по-другому пользуются телефоном. Когда обычный человек перехватывает телефон, левша не перехватывает для того, чтобы нажать кнопку бургер, например. И мы у себя просто в голове поставили галочку. Окей, есть левши, они по-другому пользуются телефоном. Мы будем дальше тестировать и выяснять, как именно они пользуются в деталях. И, возможно, мы для них сможем улучшить пользовательское взаимодействие. Еще есть люди с плохим зрением. Все об этом знают, и все об этом забывают. Я дизайнеров имею в виду. Все дизайнеры об этом знают, и все об этом забывают. Но это важно. И как можно помочь людям с плохим зрением? Во-первых, можно увеличивать объекты в дизайне. Во-вторых, можно увеличивать контрастность в дизайне. И есть еще менее очевидный момент, как это можно сделать. Можно отделять информацию, увеличивать расстояние между информацией. Это тоже помогает людям лучше читать интерфейсы. По самым скромным оценкам, которые я нашел в Википедии, левшей у нас 10%, а людей с плохим зрением 13%. По нескромным левшей где-то 15%, а с плохим зрением 30%. Еще момент. У некоторых девушек есть длинные ногти. У кого есть длинные ногти в зале? Ни у кого? У тех людей, которых мы тестировали, они были. И девушки с длинными ногтями, они тоже по-другому пользуются приложениями. Им тяжело нажимать что-то в правом нижнем углу, потому что вместо того, чтобы нажать подушечкой пальца, они упираются ногтем. И им тоже приходится как-то перехватываться. Здесь я не нашел официальной статистики, но могу предположить, что время от времени до 50% населения подвержены
недугу длинных ногтей. Вот. Я сейчас рассказывал про юзабилити-тесты. Они вот здесь. Но вообще есть много разных способов тестировать UX. Это и eye-tracking, это и АБ-тесты, и онлайн-опросы, и глубинные интервью. И чем дольше мы этим занимаемся, тем отчетливее понимаем, что UX-тестирование очень близко стоит к науке, к такой науке, как когнитивная психология, и особенно к когнитивным искажениям. Это сейчас просто вброс в будущее. Тем, кто хочет в этом закопаться, книжка Дэниела Канемана «Thinking Fast and Slow». По-русски она называется «Думай медленно, решай быстро». Вот. Сейчас я вызову на сцену Максима Коробченко, нашего коммерческого директора. На фотографии пока можете посмотреть, как мы тестируем приложение в полях. Денис, спасибо огромное. Коллеги, добрый день. Надеюсь, вам понравилось выступление Дениса. Он смог до вас донести ценность проведения UX-тестирования. В принципе, на примере реальных кейсов это было видно. Со своей стороны, хотел бы отметить следующее, что благодаря Денису и его дизайн-лаборатории, которая входит в структуру нашей компании, мы, в общем-то, используем UX-тестирование при разработке всех наших продуктов, тех коробочных решений, которые мы готовим к выходу на рынок. Это решение ДБО для юрлиц, ДБО для физлиц и решение личный кабинет юридического лица. И также, естественно, мы используем те подходы, которые продвигает Денис вот в комплексе тестирования при разработке заказанных проектов, кастомизированных проектов. И это позволяет нам формировать существенное преимущество. Дело в том, что мы готовы поставлять в банки решения, которые уже будут готовы сразу же к промышленной эксплуатации, будут оттестированы, будут поддерживать максимально высокий уровень лояльности клиентов к банковскому решению, тем самым позволять как удерживать, так и завоевывать новых клиентов. Ну и резюмируя нашу совместную с Денисом презентацию, немного о нас. Мы компания GTC. Времени нет. 30 секунд. Константин, 30 секунд. 13 лет на рынке. Последние 6 лет специализируемся как раз на разработке решений ДБО. Нашими крупнейшими заказчиками сейчас являются банки ВТБ и Газпромбанк. Также ведем проекты в Банке Открытия. И в прошедшем году мы вошли уже в топ-50 компаний, которые поставляют IT-решения для банков. Коллеги, спасибо за внимание. Спасибо. О деталях наших решений можем сказать на нашем Вопросы на стенде. стенде.